Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Я рада вас приветствовать! В этом видео я хотела бы поделиться своими секретами и опытом, как сеять сладкий перец или болгарский перец на рассаду. Как раз самое время, за окном середина февраля, дни еще пасмурные, но перец требует своего, потому что вегетационный период у этого овоща достаточно длительный, и надо успеть посеять перцы именно сейчас, чтобы уже к первой декаде мая рассада была хорошей, и вы имели возможность уже высаживать ее в открытый грунт. Я спешу сеять сладкий перец на рассаду, потому что хочу еще некоторое количество посадить в теплице, и рассада уже будет мне нужна примерно к третьей декаде апреля. Я живу в 5-й зоне зимостойкости, поэтому у меня как раз самое время заняться посевом семян перца на рассаду. Я первым делом высеваю перцы ультраранние и ранние, те, у которых срок вегетации самый короткий, примерно 45-50 дней, то есть примерно через 50 дней после посева, плюс еще неделька на то, чтобы семена взошли, и вот вам точка, когда можно будет высаживать рассаду в открытый грунт. Использую несколько ранних сортов сладкого перца, я вам их покажу. Стараюсь сеять сладкий перец на рассаду в кассеты, объясню почему. Потому что перец не любит пикировку. У него корни растут таким образом, что при пикировке они повреждаются. И потом растение тратит массу времени на то, чтобы возобновить корневую систему, нарастить ее. И это задерживает процесс роста растения. Поэтому я стараюсь перец высаживать непосредственно в кассеты, в ячейки, чтобы каждое растение имело свой домик, свое личное жилье, которое не принадлежит никому, только ему. Конкретно каждому растению. Ну что ж, давайте приступать. Первым делом речь пойдет о том, как использовать лунный календарь и когда сажать перец по лунному календарю. Я начинаю посев сладкого перца из семян на рассаду, обязательно ориентируясь по лунному календарю. Лучше всего сеять семена в период растущей луны, когда она в водном или земном знаке. В этом году луна растет с 20 по 23 февраля. Луна в знаке рыб в водном знаке, начиная с 20 февраля. То есть именно сейчас самое время сеять. Перед тем, как приступить к посеву, необработанные семена перца, не покрытые ферментами роста и фунгицидами, надо сначала продезинфицировать, чтобы оставить в прошлом грибковые заболевания, которыми могло страдать маточное растение, с плодов которого собирали семена. Я использую для дезинфекции таких семян перманганат калия, но можно использовать любой фунгицид. Делаю розовый раствор, замачиваю семена перца, выдерживаю 2-3 часа, затем промакиваю салфеткой и сею. Для посева использую смесь раскисленного верхового торфа и вермикулит в соотношении 9 к 1. На 9 частей торфа беру 1 часть вермикулита. Вермикулит нужен для удержания влаги в почве, потому что торф быстро сохнет и теряет влагу. Кислотность торфа должна быть в пределах 5,5–6,5, но лучше, если она будет выше 6, примерно 6–6,5. Измерить кислотность можно pH метром. Сладкий перец не любит кислые почвы, он лучше растет в нейтральных грунтах. В этом году я сею на рассаду несколько сортов и гибридов сладкого болгарского перца. Какие именно, можете посмотреть мои предыдущие видео, они есть на канале, ссылку оставлю в описании.
Заглубить семечку нужно на глубину полсантиметра, не более. Затем обильно смочить, чтобы она могла раскрыться, и ростку было легче пробиться к свету. Я использую для смачивания водный раствор фитоспорина. Он работает как профилактическое средство от грибковых инфекций в почве и не даст развиться корневым и прикорневым гнилям во время прорастания семян. Когда же сажать перец на рассаду и как рассчитать точную дату посева семян? Я считаю от обратного. В моей зоне зимостойкости рассаду перца высаживают в открытую почву во второй декаде мая, примерно 15 мая, когда уйдут возвратные заморозки. Теперь нужно уточнить вегетационный период сладкого перца, который буду высаживать на рассаду. Вегетационный период производитель семян обязательно указывает на упаковке с семенами. Он зависит от скороспелости этого овоща и колеблется в пределах 45-110 дней. Вот такой разбег. Ультраранние и ранние сорта перца имеют короткий вегетационный период – 50-60 дней. Именно такой срок в днях проходит от момента появления всходов и до начала цветения, то есть репродукции. Теперь посчитаем. От 15 мая до момента появления всходов должно пройти, например, 65 дней. То есть мои перчики должны взойти минимум 10 марта, не позже. Значит, если я посею сейчас, 20 февраля, у меня будет 20 дней на всходы и пикировку. Сладкий перец – теплолюбивое растение. Его семена прорастают при температуре плюс 20, плюс 25 градусов в течение 7-10 дней. Если же температура будет ниже, в пределах плюс 15, плюс 17 градусов Цельсия, то всходы придется ждать не менее 3 недель. Я держу посевы семян перца при температуре плюс 23. Укрываю пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Так семена быстрее прорастут. Как только появятся семядоли, всходы нужно поставить под подсветку минимум на 12 часов и снизить температуру до плюс 22 градусов. Это оптимальная температура для развития растения. Как сажать перец на рассаду в стаканчике? Еще один важный нюанс. По возможности лучше посеять семена перца или посадить перец на рассаду в стаканчики или отдельные кассеты. Стаканчики сначала можно использовать небольшие, 100-граммовые, но обязательно с дренажным отверстием на донышке. Отверстие можно сделать разогретой металлической шпажкой или шампуром. Используя для посадки перца сразу стаканчики, вы избавитесь от пикировки, которая несколько угнетает перец и замедляет его процесс развития на период около 2 недель. При выращивании перца лучше вместо пикировки использовать перевалку растения, не разрушая земляной ком, в рассадный стакан побольше. Может ли вырасти крепкая рассада перца на подоконнике? Ответ – да, но если вы будете ее хорошо подсвечивать не менее 12 часов в сутки, и в доме будет достаточно тепло, около плюс 22 градусов. От подсветки можно отказаться, если посеете перец в марте, когда уже солнца довольно много. Но в этом случае перец немного опоздает с плодоношением, где-то на 2-3 недели. Выбирайте, что для вас лучше. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что подписались, поставили лайк.
и прокомментировали. Скоро увидимся!